Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Ну что, девочки, прогноз погоды. Солнца не будет. Сияйте самостоятельно. А мы сегодня будем шить очень интересную вещицу. У меня есть кусочки плотной мебельной ткани. Используем их. Размеров точных не даю. Все делаем на глазок. Для начала определимся с выкройками основных деталей. 2 квадрата светлых, 2 темных. Примерно посередине боковой стороны в шов мы будем вшивать первую деталь. Маленький плавник. Вверху будет большой плавник, а сзади хвост. Прямо на листе бумаги нарисуем нужные детали. Вырежем их и сразу же прикинем по размерам. Если надо, внесем коррективы. Рыба у нас будет неизвестной породы, но все плавники сделаем яркими, разных оттенков оранжевого. Выкроем их с учетом припусков на швы. Итак, деталей хвоста и верхнего плавника будет по 2. А маленьких плавников 4 детали. Следите за тем, чтобы они получились зеркальными. Прошьем их по контуру. Вот часто в комментариях пишут, что надо было взять ткань другого цвета. И я сразу вспоминаю анекдот, когда Кашпировский и Чумак идут по улице, и один другому говорит: «Сейчас с того балкона мужик выкинет телевизор». И внимательно так смотрит. Действительно, на балкон выбегает мужик и выкидывает холодильник. Потом стиральную машинку. Потом пылесос. А потом кричит: «Ну нет у меня телевизора, нету». Вот и я так же шью из того, что есть. У прошитых деталей делаем надсечки по контуру и выворачиваем. Дальше я немного поработала за кадром. Эти детали отстрочила и прошила линии, чтобы придать натуральный вид. А дальше уже все просто. Маленькие плавники вошьем между большими деталями. Для этого сначала пришьем сам плавник, а уже потом соединим вместе 2 большие детали. Ткани у нас плотные, мебельные, не сыпятся. Поэтому шов простой, нам знакомый, накладной с открытым срезом. Перед дальнейшей работой проверяем, все ли мы правильно пришили. Помните про то, что крупные детали должны быть зеркальными. Примерно намечаем места, где будут располагаться верхний плавник и хвост. И в задней части рисуем небольшое закругление и отрезаем лишнюю ткань. На следующем этапе вкладываем детали плавника и хвоста. Можно их также сначала зафиксировать. Потом складываем вместе лицом к лицу 2 большие детали и прошиваем их мешком. Обратите внимание, что широкую светлую сторону мы не трогаем. Мы ее потом просто подогнем на пару сантиметров и прошьем на швейной машинке. Выворачиваем получившийся мешок. Все бы ничего, но нам чего-то не хватает. Намечаем место для глаз. Когда глаза пуговицы пришиты, переходим к оформлению верхней части. Сделаем по 2 отверстия с каждой стороны и проденем через них шнурки. Шнурков нужно будет 2. Сначала вставляем шнурок в одну сторону, выводим наружу, потом через другое отверстие уводим на вторую сторону. Оба конца шнурка
оказываются с одного бока. Точно так же вставляем и второй шнурок, но его концы будут с другой стороны. И получается очень интересная рыба-мешок. Открывается легко и просто, а внутрь можно поместить все, что угодно. Можно использовать как пижамницу, хранить в ней принадлежности для сна или поместить внутрь какой-нибудь плед. А эту рыбку держать на диване в виде декоративной подушки. Удобно, вместительно, красиво и эстетично. Вязальщицы могут хранить в этой рыбе пряжу или мотки ниток. Ребенок может складывать свои игрушки. Да или просто играть с такой рыбкой, как будто это чудо-кит из сказки про конька-горбунка. Господи, да кому я рассказываю? Поэтому, девочки, не ждите чудес, чудите сами. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Обязательно присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Одноклассниках. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!